Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А сегодня мы с Аленой отправимся на экскурсию на велосипедах, а также посмотрим на музей кораблей. Так, друзья, видите пасмурную погоду? Знаете, что мы просто в Южной Африке. Продолжаем наше путешествие. Вчера уже не было сил снимать, показать, где нас высадили, где мы теперь провели одну ночь. Это дайвинг-центр, у которых есть свой гест-хаус. Сюда приезжают для того, чтобы подайвить, порыбачить, покататься на велосипедах, посмотреть утром на китов. Несмотря на то, что здесь фотографии больше акул, но мне кажется, просто сам владелец этого гестхауса и дайвинг-центра, он обожает акул. У него даже татуха есть, акулы на ноге. Здесь книжки также можно почитать. Сверху здесь настолки, здесь тоже есть настолки. Огромный телевизор. Это такая, знаете, общая комната, в которой можно проводить время. Автографы каких-нибудь спортсменов, но я в них не разбираюсь. И здесь также. Так, сейчас я вам покажу кухню. Здесь можно готовить. Есть плита, микроволновка, холодильник, раковина, все необходимое для приготовления еды. Дальше пройдем с вами по коридору. И вот как раз таки начинаются комнаты, в которых можно заселиться. Здесь можно посмотреть телевизор, поиграть в настолки, просто полюбоваться видом на океан. Здесь, смотрите, какие птички здесь летают. Очень уютно и красиво. Я встретила здесь хозяйку и немножко испугалась. Теперь она для меня делает кофе. Также здесь есть камин, картина. Очень мило. Ребята, здесь просто круто, атмосферно. И вы знаете, вот такая вот расслабленная жизнь местных жителей. И вот дальше начинаются комнаты, в которых можно и заселиться. Здесь зеркало есть, тумбочка, две кровати. Матрасы очень удобные, уже проверено на себе. Полотенчики, лампа. В целом это все. Кондиционера здесь нет, но здесь достаточно прохладно. Нашу комнату я вам показывать не буду. Там у нас уже все расположено, все вещи. Здесь есть еще вот такая комната. Она предполагает расположение для 3 человек, потому что здесь есть 2 кровати. Одна односпальная, другая двухспальная. Практически все то же самое, что и там. Зеркало, тумбочка, ковер, прикроватные столики. Здесь туалет, душ, раковина. Все сделано из бетона, окрашенного в желтый цвет. Достаточно скромно, но уютно. Если из нашей гостиной вот так тихонечко выйти, то можно увидеть как раз таки здесь мастерскую, которая связана с дайвинг-центром. Дальше сам дайвинг-центр с различными гидрокостюмами, оборудованием. Я так тихонечко зашла сюда. Мы сейчас одни в комнате, поэтому одни в доме большом. Я сейчас хочу подняться на 2-й этаж и показать вам 2-й этаж, если он сейчас открыт, потому что мы там были вечером и больше не поднимались. О, открыт. По-моему, даже кто-то здесь есть. О, никого нет. Так, что у нас здесь есть? Здесь уже другая кухня. Здесь можно сделать себе кофе, можно сделать чай, как нам сказали. Здесь тоже такая общая зона. Я попыталась сделать все, что могла. Держи. Сейчас, подожди. Я, конечно, еще те ключ. Я это записываю на видео, если что. Ну ладно, я великолепный водитель велосипеда. Велосипед — это мое. Так, а за кого тебе немножко страшно? Ты справишься, Том, не переживай, подержи мою сумочку. Мы на каблуках, и сумочка меня на велосипедах. Так, сейчас. Я никогда не каталась на таких велосипедах. Что, ты думаешь, это не сложно? Ой, 8 километров.
8 километров. О май гад. There's going to be one area that's going to be a crossing. Мы начали уже свой путь, остановились на пристани, чтобы попробовать посмотреть скатов, но что-то они сегодня у нас спят, что неудивительно. Время-то ранее, чего им бодрствовать, тем более выходной. Обычно они здесь между мостиком проплывают, огромные черные скаты, но сейчас что-то мы их не видим. Начинается регион Агалас, один из самых известных в Южной Африке. Ты как? Скажите, случилось, почему в машине, а не на велосипеде? Пошел. Сколько мы проделали пути? 90%. Ну, я не думаю, что 90%. Не, на самом деле я посмотрела. Да? Да, реально осталось всего лишь километр 800. Да, мы вообще очень круто проехали, оказывается. Так быстро, да? Ну, это Я же не велосипед, ожидала. не пешком, конечно. Я просто не ездила столько на Но человек идет со скоростью 5 км в час. На велосипеде ты едешь со скоростью в 2 раза больше, 10 км в час. Соответственно, ну, круто. Блин, мы такие молодцы. Получается, мы едем по национальному парку Агалас. То есть по национальному парку Игольный. Да, Игольный. Вот. Тут мы видим рыбаков, несмотря на пасмурную погоду, это вообще мне не мешает. А еще мне знаешь, что понравилось? Что мы едем на велосипедах, а там, короче, много людей, которые занимаются на пробежке. Я вообще в шоке. Под дождик вообще все равно просто бегут. ну, если они привыкли, что у них такая погода переменчивая, то дождь, то не дождь. Что им терять? Мне очень нравится здесь растительность. Здесь у нас табличка Агалас National Park. Путешествуем мы на машине, которая везет наши велосипеды. Я выбегала сделать фотографию. Расскажи, чем вообще известен мыс Игольный? Самая южная точка африканского континента. И что здесь встречаются 2 океана. Индийский и Атлантический. идем в сопровождении наших гидов, которые проводили нам нашу прогулку на велосипедах. Мы, кстати, проделали большую часть пути. Оставалось всего лишь там пару километров, ну, приблизительно. Сейчас мы доехали на машине до входа в национальный парк. Даже не до входа, а именно вот на мысли. Растительность просто потрясающая. Уникальное место. Сейчас смотрим на карту Африки. Так, ребят, ну что, в какую страну из Африки хотите отправиться? Все устроим очень быстро. Видите, за пару минут можно пройти всю Африку. If you look at the map. No, but this is a little bit further. Так, наш гид пытается разобраться, где мы сейчас находимся. Так, пытаемся понять, где встречаются два океана. Говорят, вот здесь у нас Атлантический, а здесь у нас Индийский. Собственно, чему и посвящен этот монумент? Потому что здесь встречаются два океана. У-ху! Ну что, ребят, видите там линию, где встречаются океаны?
приезжали еще одно уникальное место, которое называется Price's Bay, когда здесь наступает прилив воды, рыбка туда приплывает, а когда наступает отлив, рыбка остается, и получается, что эта рыбка, она находится в ловушке. Бедная рыбка. Не ловушки, а типа они там не напрягают, когда ее ловят, получается. Ну да, то есть рыбакам не нужно напрягаться, просто берут готовую рыбу и все. So what do you eat? Сейчас мы вернулись. Ездили мы на такой машинке. Вернулись в отель, точнее в гестхаус, в котором мы переночевали. И сейчас мы садимся в машину. Take some pictures. Кстати, помимо того, что с ребятами можно отправиться на велосипедную прогулку, можно еще у них и заказать дайвинг. Причем дайвинг проходит в такой красивой яхте. Смотрите, какая красота, припаркованная у домика. Как они это все перевозят. Ты знаешь, это вот надо прям любить, чтобы этим заниматься. Смотришь на костер, тебе, наверное, тепло. Thank you so much. It's a pleasure. Так, все. Little bit. Тебе little bit, да? А мне не little bit. Вот теперь у нас есть модные кепки. Так, идем за нашими вещами в модных кепках. Забираем вещички, все, убираем машину и поедем завтракать. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что мы поедем завтракать. Мы вернулись в ресторан, в котором были вчера. Он находится прямо на пристани, поэтому вы точно его найдете. Так, сейчас садимся и выбираем завтрачек. Так, ребята, мы поели практически. Алена брала омлетик, я брала себе пиццу. Представляете, я почти целую пиццу съела. Она у меня была со шпинатом, с артишоками, с сыром фетой. Это безумно вкусно, потому что все, что есть в этой пицце, я очень люблю. Сейчас мы пришли в музей, который посвящен кораблям. Заполнили форму. Что? Кораблекрушению даже. Ого. Ничего себе. Ого. Большой. Я думаю, музей будет чуть-чуть поменьше. Здесь уже можно увидеть одно из первых кораблекрушений, которое произошло в 1782 году. Здесь можно посмотреть, какой посудой, какой утварью использовали на корабле в 1925 году. Это была раковина. Угу. Это, по всей видимости, такие использовали для подводного плавания, насколько я понимаю, да? Понятно, мне только что это вообще компас. А, да. Какой-то. Мистер Хенри Виллет. Друзья, то, что мне сначала показалось что-то типа маски, это, оказывается, был компас, который использовали на кораблях. Здесь можно увидеть, какой использовали еще компас в 1939 году.
Так, еще один зал, где мы видим очень много бутылочек, различных графинов. Швейные машинки разных времен. Снова очень много бутылочек. Печатная машинка. Ой, смотрите, какая красота здесь. Очень красиво. О, здесь можно увидеть пушки, разрушенный кораблик. Погода у нас немножко улучшается, потому что погода на сегодня бывает так себе. Ну, как обычно. Что он тебе интересного рассказал? Что он тебе рассказал? Ничего. Сколько же они собирали эти все бутылочки, флакончики. Хотя последний, наверное, было не очень долго собрать. В центре музея украшает маяк. Весна начинается даже. В сентябре. Когда же еще и начинаться? Я бы сказала даже так, в конце сентября. Будь здорова, видишь, правду говорю. Так, что у нас здесь такое? Это что-то местной кухни, насколько я понимаю, да? Кофе, шугар. Что ж, можем сделать выводы, что это кухня. А как тебе мясорубки? Вот эти вот старинные троп, наверное, нельзя. А, это для сосисок. Это для сосисок был соус мейдж. Sausage maker, да. А это тоже. Ну, видимо, мясорубки в целом так, видимо, и называются. А, здесь чиз. Кофе. Прям вообще. Да, мололи, да. Таким образом. Цейлон. Цейлопия. Циклопия, да. А что это такое? Не знаю, возможно, район, где выращивают ройбуш, но я не уверена. Вообще написано Южная Африка. Поэтому. А этот зал посвящен, видимо, какой-то женщине. Да? Какой же интересный. Ну вон, нарисованный. Всякой разной женщины. Одри Блинктаун. В общем, этот зал посвящен Одри, которая была автором и автору этого музея также посвящена. Для кормления. Инвалидная колясочка. Очень прикольная. Угу. Да, старая такая комната. Возможно, кстати, это дом вообще этой писательницы Одри. Пианино тут такой прикольный. Угу. Обойчики. Прикольненькие, честно. Ага, они тканевые. Нет? Ну да. Издалека похоже на тканевые. Прикольно. Ага. Ой, ты знаешь, сейчас даже во многих гестхаусах, что мы ходим, да, с тобой, похожая мебель, на самом деле, такая старинная. Она у них не теряет актуальности. А как тебе вот это? Прям современный дизайн. Керосиновая лампа. Лечка. Угу. Наверное, руки мыть. Труба, наверное, да, на подобие. Угу. Чайчик прикольный. Пипец, готовьтесь, тут стрёмно. Что? Ну, вот эти куклы, это реально меня Боже. пугает. Вот особенно вот эта, которая белая, это кровать, как торпешник. У-у-у. Ну, возможно, это была детская. Ну, вот такие первые куклы были пугающие. Ну, просто. Здесь можно снимать просто фильм ужасов. Ага. В главной роли Аленка. Да я вообще просто отделалась. Еще, значит, один домик с различными экспонатами, где большая часть составляют различные куклы. Немного это действительно выглядит пугающе. Старые наряды. Можно посмотреть, какие кружева были популярны. Вот, пожалуйста, свадебное платье.
немножко поизносившееся. Но выглядит нарядно. До сих пор работает. Still work. Также в этом музее представлены различные якоря и подписаны, на каких именно кораблях они были. Вот это, наверное, один из самых таких старинных, и такое ощущение, как будто бы он сделан из дерева. Она там гнездо. Вот тут. Ой, огромное, да? На самом деле, оно также выполнено из металла, просто уже настолько состарилось, что выглядит Ну, заржавело. таким прям, да, старым. Ну, так даже старый. Мгм. Некоторые из них прям сильно заржавели, теперь разлагаются. Но посмотреть на это действительно интересно и эпатажно. Вот, например, вот этот вот прям якорь, который заржавел, он 1910 года. А вот этот вот аж 1835. Но он даже в более лучшем состоянии. Сейчас я посмотрю еще один. 1800-го. Прикольненько. Ага, вот это прям интересно, да? Это 1800 года. Там еще старее предыдущий. Вот это один из самых старых. 1670 года. In a big bottle. Мы сказали нашему новому другу, что нам больше всего понравились якоря. Он говорит, как-то так. Вот смотрите, какие большие бутылочки здесь были. И использовались на кораблях. Вы же привыкли видеть только маленькие Хайнекен. А здесь вон какая огромная.